Здравствуйте, мои дорогие зрители. Это Келли. Ну что ж, я думаю, что все-таки придется мне туда вернуться, к этому сундуку с огромным количеством вещей, которые мне потребуются прямо сейчас. Но у меня уже есть один черный бриллиант, поэтому даже два, даже три. Да, очень много, поэтому я думаю, что может быть один я оставлю, а все остальные продам. Так, ну, до следующего уровня, конечно, далековато еще пока. Но все-таки есть такая надежда, что все-таки мы сможем противостоять этим рабам и паладину этому, в частности. Потому что как раз этот проклятый паладин, он и есть корень всех зол. Он не то чтобы он наносит очень много урона, а просто он лечит самого себя и своих рабов тоже. Эти камни всякие ненужные, кристаллы. Кольца. Может быть, можно попробовать использовать гранату, подорвать их на гранате, но не знаю пока. Если они, конечно, уязвимы к огню, к взрывам, то это было бы хорошо. Но вообще, все, что мне нужно взять с собой, я думаю, что это второй свиток воскрешения и свиток, который отнимает усталость. Drain Will. Точнее, понижает силу воли, ну и, соответственно, видимо, ну, если не ошибаюсь, усталость тоже понижается. И нужно использовать этот свиток на проклятого паладина. Наколдовать. Поэтому заранее можно вот так взять эти свитки с собой. Ну, вроде как все. У меня есть такой еще вариант, просто, ну, приманку такую сделать, то есть напасть на них, как бы, ну, сделать вид, что я на них нападаю. А когда они за мной, ну, начнут погоню, гнаться за мной, то тогда нейтральные такие, невозмутимые. Ну что ж, давай, иди сюда. Ага. Ага.
Убивайте его быстрее. Бейте. Нет, мне кажется, друзья, я не смогу так. Поэтому здесь будет работать мой план по такой приманке. То есть отвлекающий маневр. Чака почему-то опять. Дочь, да. Больше. Больше таких атак. Так, теперь на собаку. Собака. Ну ладно, хотя бы зелье скорости отдал ей. Хотя ее могут уничтожить сейчас. Ну да, конечно же. Давай, собака. Магнус. Не бейте его отвлекающим ударом. Фальшивым. Ну, таким. Нужно просто бросить этот меч в эту печь. Вот так вот складно получилось в рифму. Нужно этот меч бросить в печь, и тогда задание я выполню. А теперь все уходим. Дружно уходим. Так, чтобы... Ну или, по крайней мере, мне нужно быстрее... нет, что-то мне кажется, что я не успею. Была бы здесь телепортация какая-нибудь, если бы я был магом. Таким уж хорошим. Конечно, я мог бы выучить телепортацию и... Так, ну я так полагаю, что все здесь уже... Так, точно все со мной вместе. А теперь давайте вернемся туда снова. Да, вот такие вот гонки получаются, но все-таки это лучше, чем просто вот так вот нападать на них и проигрывать постоянно. Вообще, мне хотелось бы, чтобы они сюда вышли хотя бы в эту комнату. Так, а у них там... Но с другой стороны, сейчас мне нужно освободить место для этого меча, чтобы уж как можно быстрее выполнить эту задачу. Так, ну вот этот бриллиант можно отдать Вержелу, например. Да, вот в этом инвентаре, конечно... Да, интересно, как же я буду класть в свой инвентарь этот меч? Потому что его сначала нужно взять в инвентарь, а потом положить в печку. Куда-то побежали. Как страшно.
Мне кажется, я не успею опять. Наверное. Давай, давай! Что ж ты... Нет, наверное, так не получится. Да, я, наверное, тут как-то замешкался немного. Ну или, по крайней мере, может быть, не... Быстрее! Беги, Кул Келлин! Что ж ты такой... Так. Ой, тут что ж такое происходит? Да. Мне постоянно что-то здесь мешает. Видимо, скорость, которой нет нигде. Ну, то есть, игра в такие моменты тормозит, ничего невозможно понять, что происходит и так далее. Вот тебе, Вирджил, свиток воскрешения. Как можно больше оставлю места для этого меча. Бангелианский. Теперь надо как-то по краю. Отпустите меня! Отойдите от меня! Почему-то я постоянно вот... меня окружают эти... Ну что ты там трясешься? Ну, наверное... Нет, друзья. Так определенно не пойдет. Потому что... Держитесь, если там... Это возможно. Там, видимо, Вирджил как-то еще на волоске. Может быть, мне выпить зелье скорости? Да. Ну вот, я так полагаю, что все. Да, друзья. Мы выжили. Да, здорово, правда, друзья? Это просто не... даже не описать словами, как это было тяжело, но... Да. Ну вот. Ну вот и все, друзья. Это было очень рискованно и опасно, как вы сами понимаете, но другого выбора, я думаю, что у меня не было, потому что, ну, все-таки, если бы я уничтожал этих паладинов вручную, это было бы слишком много времени, я бы потратил на это.
Вот разве что Чака там сломал свою одежду. Ну, сломалась у него одежда. Когда мы сражались с огненным элементалем маленьким. How can I help you? How can I help you? Ох. Такая вот пробежка сегодня произошла. И это при том, что я даже не использовал ни разу зелье скорости. Я вообще не пользовался зельями. Хотя надо было. Ну, такие вот экстренные ситуации, конечно, когда они наступают, но я где-то непонятно где брожу, пока мои спутники уже заканчивают свои разборки с противниками. Да, веселые тут приключения. Нас тут ожидали в этих подземельях. Бангелианский. Да. Ну что ж, Вязкий Пит. Привет. So you have returned, matey. Have you decided to help it get rid of these body cures? Already done. That'd be amazing, lady. I never thought you'd be able to do it. I never thought that someday I'd be free of these body cures. Thank you from the bottom of a mere pirate heart. It was nothing, Pete. Now about the boat. Yes, of course, matey. She is all yours. Feel free to take her whatever you want. I will not be needing her where I be going. Thank you, Pete, and good luck to you. And you, matey. And to you. And to you, matey, and to you. Ага. Ну вот. Я освободил Вязкого Пита от этого проклятия. Ну что ж. Все на борт. This is the helm of the ship. Ага. The wheel turns light in easily under your hand. Turn towards Thanatos. Ну вот, друзья. Вот оно. Вот он, тот самый остров Thanatos. Вот теперь мы можем бесплатно плыть на этот остров. Сейчас, конечно, нам нужно выполнить одно задание. Найти Назрудина и вообще узнать какие-либо подробности. What is it that you want? В этом дневнике написано какое-то племя Эшлэг. The God of Thanatos. Бог Thanatos. Я, наверное, это читать не буду, но вообще, друзья, вы можете так просто почитать сами.
с помощью паузы. То есть некоторые локации нам уже стали известны из этой книги. Ага. Land Bridge. Village of the Ashlag Tribe. Ну ладно, давайте зайдем сюда. Да, на этом острове, я так полагаю, что мы можем встретить огромное количество горилл и других обезьян. Начинается этот остров с пустыни такой, а продолжается, ну, в джунглях таких своего рода. Ну да, конечно, этот топор не идентифицированный, это понятно. Я сразу это понял. What is it that you want? Вот, Вирджил, почитай книгу. Ну ладно, не буду здесь задерживаться, потому что тут ядовитое такое облако. В такое облако мы попали. И... Что же здесь можно найти, кроме вот этих... сундуков? Я в ловушке, я не могу передвигаться. Отпустите меня! Спасибо. Да, очень хорошие вещи. Все на продажу. Но это будет еще не скоро, когда я вернусь обратно на основной континент. Что здесь можно еще найти? В принципе, вот такие вот места, которые... Я помню, что, ну, по своей памяти, что здесь должен быть где-то древний лабиринт такой специальный. Ancient Maze. Но, видимо, это пока не он еще. Здесь нет входа, что ли? Ну, есть, конечно же. Да, музыка боевая играет, словно мы попали в... Ну, словно мы зашли в шахты клана Колеса. Хотя на самом деле это не так совершенно. Ну, на самом деле тут другие звуки проигрываются. Но я думаю, что здесь делать нечего. Но если что, я сюда вернусь. Если здесь есть какая-нибудь важная сюжетная информация. Но пока что давайте сходим вот сюда. Beginning of the trail leading to the goal of Конечно. Ага. Примерно так можно. Сколько тут? Может быть, здесь еще какие-нибудь локации я могу найти. Ну, древний лабиринт — это как раз одна из этих локаций.
Прям уже горы. Monkey Swamper. Monkey Swarmer. То есть... Ага. Ну вот мы пришли к этому мосту. Так, подождите немного. Вот. Вот уже глубокая ночь наступила. Ну да, это было ожидаемо, что я не могу здесь ждать, спать. Может быть, попробуем вот так вот обойти. Ну, скорее всего, это не получится так. Видимо, придется зайти в эти заросли, в эти джунгли. Да, вот это я на самом деле, друзья, помню. Skull Crusher. Там кто-то куда-то убежал. Ну, ладно. Карта даже недоступна. Такие вот междометия, они воспроизводят. Тут тупик, видимо. Как же можно выйти отсюда? Потому что ночью здесь ориентироваться как-то не очень удобно. Эпишемен. Ой-ой-ой. Ну да, эти шаманы. Тут всяких этих призывают всяких существ. Вот, я не знаю. Ну, с другой стороны, интеллект, конечно же. Сейчас пока 10 часов вечера, хотя потом уже, спустя несколько часов, здесь может быть еще, ну, темнее, чем сейчас, поэтому... О, сейчас сколько шума будет, друзья! Крику, воплю, вот этому обезьянину. С Магнусом что-то... Так, Магнус. На него, видимо, это не действует. Ну, это понятно. Ожидаем. Только не нападайте на Магнуса, пожалуйста, обезьяны. Ну, шимпанзе, гориллы и прочие обитатели. Местные представители животного мира.
Ну вот, вроде бы, как мы вышли отсюда уже. Ага. Что же это такое место? Что это за место такое? Интересно. Какой-то дом. What do you want of me? I did not choose to live on this island for its ambience. I chose it so I wouldn't have to entertain fools. Leave me be. Какой-то маг эльфийский. Come down, I'm not here to bother you. I'm looking for a grave. Нет, наверное, не буду так говорить. And who might you be? I'm no one of any importance. Just an old soul who wishes to be left alone. As I have already asked of you, I might point out. If you couldn't point me towards Nesrodin grave, then. Ah, searching for the great Nasruddin. Ha! The great Nasruddin. What was so great about him? Damned fool, if you ask me. You seem fairly bitter towards the old chap. What? How dare you, old man? Do you have any idea who you're talking about? Nasruddin was the wisest and most benevolent elf in the history of Arcanum. He saved us all, and that includes you. So I recommend you keep your comments to yourself. Видимо, это Вирджил говорит мне. Ну ладно, я понял. Oh? And you think you know about Nasruddin, young man? Who are you to tell me about that old worthless elf? Worthless? Why, I ought to... No, I'm not going to sink to your level, old man. Nasruddin would have had more patience with men of your kind, and so will I. I don't have to defend him. Oh, of course you don't have to defend him, young man. The old elf was completely incorrigible. There's no defense whatsoever for individuals of such low character as he. You've chosen well not to waste your words on the likes of Nasruddin. Подождите еще раз, друзья. Я сейчас вернусь. Вот, я здесь снова. Ну, то есть мы ищем могилу Назруддина вообще. Ну, то есть говорят, что он умер. Ну, давайте спросим у этого мага. Хотя сейчас остается больше загадок, чем ответов. Ну, то есть вопросов. You're testing my patience, old man. Another bad word about Nasruddin, and it might just be the last one you say on both feet. Do we understand one another? Your robes. They remind me of someone I once met many years ago. I can't remember the young man's name, but he was part of some religion. The Panari, I think it was called. Are you also of the Panari, young man? Этот эльф посмотрел на робу Вирджила, хотя я уже давно переодел Вирджила в доспехи. Ну, тем не менее. Yes, I am of the Panari. I am Virgil, a new acolyte, but strong in my beliefs. Who are you? Кто ты? Давайте спросим. You call yourself one of the defenders, and you don't know who I am? Oh my. Master, please forgive me. I didn't know. I mean, I thought you had been reborn. Greetings, great Nasruddin. What? You're Nesrodin? Это, оказывается, есть Назруддин? I would say in all my glory, but I'm afraid I haven't any left. Да, вот, друзья, знакомьтесь. Великий Назруддин. Тот самый эльф, которого все почитают здесь, в Аркануме. But you are Nesrodin. You saved the world from Aronax. Тот самый Aronax, который собирается вернуться в Арканум и поработить его, уничтожить его полностью. No.
I delivered the world to Aranax. I put in place the system that he felt was his for the taking. I even imparted my elven arrogance to him. I must bear full responsibility for his actions. A bit dramatic, don't you think? Aronnax's actions were his own. You do not understand. He was my son. I taught him everything. Only to see him be carried away by his youthful temper. I should have seen it. There must have been a way to stop him before it came to what it did. Оказывается, что Аронакс является сыном Зарудина. И он научил его многим вещам, чтобы, ну, как-то... И он говорит, что... Назрудин говорит, что его нужно остановить. Ну, понятное дело, да. Мы, конечно, это все знаем. И скоро это сделаем. Только как это конкретно сделать? I have heard all the legends. Can you tell me what really happened? It started in the Age of Legends. I was young, headstrong. I thought I could take on the world, and I did. I fought the good fight to protect the lesser races, as I arrogantly called them, from the chaos that raged everywhere. Dragons, demons, evil sorcerers, I fought them all and won. And this, all before even the days of the Elven Council. How did the Elven Council come about? I gathered a group of idealistic mages together, and we created an Elven Council, for the good of all. We really believed that. For a time, I suppose it was even true. I really believe things began to change when we discovered a way to banish things from this plane of existence. Why? It was the ultimate weapon. Once something was banished from this plane of existence, it could never return. With ultimate power comes ultimate responsibility, and ultimate corruption. We were quick to use it on new and ever more terrible threats, the Bane of Kree, Krakatur, Gorgoth, Kurgan. То есть он говорит о каком-то оружии, Ultimate Weapon. То есть вот существуют еще такие вот три угрозы ужасные. The Bane of Kree, Krakatur, Gorgoth. И еще Kurgan. Ну, четвертый, видимо. So, how did Aronnax fit into all this? Sometime during all this heroic carnage, my son came of age. I quickly ushered him into the council, amidst some of the others' protest about his young age and inexperience. And then it all came crashing down upon me. Look, are you certain you really want to hear all this self-pitying drivel? Of course. So what did Aronnax actually do that was so terrible? He had taken it upon himself to keep the balance, as he termed it. He believed that being a member of the council validated any course of action he chose to pursue. This meant attacking anything he saw as a threat, such as a city that had begun building advanced technological devices. Vendegroth, it was called. Ага, то есть такое существует такое приспособление, устройство Vendegroth называется оно. Ну, видимо, какое-то устройство Вендегрота. Но я, видимо, слышал об этом городе как-то. Тоже приходилось слышать. He warned them to cease their destructive behavior and destroyed one of their factories to underscore his point. Justifiably afraid for their very lives, they swiftly constructed a device that could destroy even the most powerful wizard. He responded by calling on forces that few of us had ever seen, and wiping not just the city, but the whole province of Vendegroth from the face of Arcanum with one blow. He felt himself betrayed when the council condemned his actions. He showed no remorse. In his arrogance, he was sure he would be vindicated. I cast the deciding vote to banish my own son. If I must die, I will be the last, he screamed as he hurled. Ну вот, друзья, я снова прервался, то есть я загрузился потом, потому что там была
такая заставка, видеоролик, поэтому давайте его сейчас посмотрим. He warned them to... He felt himself betrayed when the council condemned his actions. He showed no remorse. In his arrogance, he was sure he would be vindicated. I cast the deciding vote to banish my own son. If I must die, I will be the last, he screamed as he hurled the spell that brought an end to the council, the age of legends, and my will to live. It was a harsh dawn that morning on the plains of Brodgar, and it was there in the shadow of the Black Spire that our armies met in the most terrible battle that Arcanum has ever seen. As the sun set, only 4 of us were still alive to witness the destruction we had brought to pass. I found Aranax among the corpses of our decimated armies, and it was there that I condemned my own son to the void. Only through our combined might that Aranax was subdued, and I watched my own son fall into the horror of the void. But such was the fury and power unleashed by this conflict that the very fabric of reality was torn asunder. With our remaining energy, we were able to seal the rift with powerful wards, and the Ring of Brodgar still stands today as a monument to my son's destructive pride and my own unforgivable failure. When I regained consciousness, I was on the shore of Thanatos. I'd regained just enough energy to seal myself in a regenerative shell. I remained that way for 1,000 years. No one had ever stayed in a shell for anywhere near that amount of time. Somehow, my magical hibernation extended my life much beyond that of even the most powerful elven mages. I need your help, I need your help. Aranax is coming back. Давайте расскажем ему. I feel as if I've been waiting to hear those words since I awoke those many years ago. I had hoped it would never come to this. Why, Aranax? Why can't you see the folly of the path you've chosen? What are you going to do about this situation? What I am going to do? He is your son. What are you going to do? I fear there is nothing I can do. I am old, tired. I do not believe I could stand up against my son now, even if I could find the heart to try. How is it that he is still so powerful after all this time? We do not know what life in the void is like, if it can be even called life. Who knows what sources of power could be found on the other side? There must be some way to stop him. I can think of only one possible strategy to defeat him now. You must retrieve the Vendigroth device that was meant to destroy him. Ага, то есть я должен взять это устройство, чтобы уничтожить его, чтобы уничтожить Аранакса. The Vendigroth device? You said Vendigroth was destroyed. Этот город был разрушен Аранаксом как раз. Когда-то давным-давно, перед тем, как его отец отправил его в пустоту, изгнал его. And so it was, above ground. There are many catacombs and tunnels lying beneath the surface. Some of the members attempted to retrieve it to use against Aranax, but they never returned. We were forced to battle him without it, and you know the consequence of that. What does the device do? Extremely powerful mages have the ability to regenerate themselves whenever they are badly hurt, as I did.
If one is powerful enough to hurt a master sorcerer gravely, the mage will retreat into his regenerative shell and emerge stronger than ever. The device is the only way known to disrupt the regenerating shield. And disrupting the field kills the mage within? Quite so. The technology of the device is designed to disrupt the field in such a way as to cause the shell to drain the life force instead of regenerating it. Quite gruesome to contemplate, actually. Further, it is said that one who is killed in this manner is forever separated from this world, with no chance of being returned magically or otherwise. How can I found this device? Find. Где могу найти это устройство? You must search the ruins of Vendigroth in the wastes where the city once lay. Why don't you retrieve the device? I must conserve what little remains of my energy to banish you to the void once you have retrieved the device. The banishment spell is rarely performed by a single mage. Its power requirement is so great. То есть он, Назрудин, не стал брать это, с собой это устройство, потому что он сейчас должен поддерживать себе энергию для того, чтобы отправить меня в пустоту для борьбы с Аронаксом. Поэтому он сейчас не может. То есть наша задача это взять это, найти это устройство и отправиться в пустоту. Hold a moment. You are going to banish me? Certainly. If we were to wait for Aronnax to breach the wards, I fear the loss of life would be immeasurable. Where can I find the ruins? I do not know exactly. Those days are long past, and with them a better part of my memory, I'm afraid. All I know is that at one point Vendigroth and its settlements spread out over that whole area now known as the Wastes. There was a bridge leading into the Vendigroth province. Here. Interesting. Well, I'm off to Vendigroth then. Retrieve the Vendigroth device and meet Nazrudin in the ring of Rodgar. Вот там мы должны встретиться с Назрудином, когда я найду это устройство. Ну ладно, друзья, на этом я закончу. Всего вам доброго и до скорых встреч.